Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп. Неделя с 31 июля по 6 августа. Уже последний месяц лета. Так быстро летит время. Ну, давайте узнаем, что думают по этому поводу карты для вашего знака. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз– это только лишь прогноз. Но я надеюсь, что мы проведем с вами хорошо, приятно время. И так или иначе, метафорические образы карт и плюс ваша интуиция, какой-то инсайт вы все равно получите. Или, может быть, пазл сложный какой-то сложится у вас, слушая, пока я тут что-то рассказываю. Но на самом деле так, часто именно Таро прогнозы дают своеобразный релакс, когда вы слышите голос, вы видите карты, а мозг, интеллект, сознание, оно продолжает какую-то проигрывать свою историю. Но плюс то, что нет, знаете, каких-то вот выхолощенных конструкций нашей логики, которые давят и мешают где-то увидеть ситуацию, как она есть. Или эмоции какие-то, может быть, есть у каждого свои, правда? А тут все равно мы немножко так абстрагируемся. Короче, я надеюсь, что толк какой-то будет, мои дорогие весы. Давайте узнаем, что на неделю для вас, в целом для вас благоприятное время, это правда. Нужно по максимуму успеть что-то сделать, но именно от действий от наших зависит. Итак, что важно знать, будет первая карта. Или чем будем заниматься, чего не избежать, или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать. Давайте узнаем, а что же тогда помогает нам будет. И мы достанем еще одну карту, что от нас скрыто. Имеется в виду не людьми скрыто, а то, что мы можем где-то не заметить, не придать значения. И три карты по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, финансы. И в личной жизни что у нас. Итак, что важно знать? Восьмерка мечей, не мешайте себе. Значит, есть какие-то сомнения. По факту картина другая. Мы сами себе можем каких-то ограничений из-за вот как раз, к примеру, что-то у нас не получилось в прошлом. Или мы действовали теми же методами, как и прежде, и у нас не получилось. И в принципе это неудивительно. Сейчас какой-то прежний опыт нам не помогает. Этот период мы, знаете, можем столкнуться с чем-то. Вот все же у нас идет ретроградная Венера сейчас. И где-то люди о себе могут напомнить из прошлого. Но ведь все равно мы-то должны увидеть как будто с другой стороны. Мы действовать должны все равно с элементом новизны. Нам это дается для того, чтобы мы сделали какие-то правильные выводы, а не для того, чтобы мы всеми силами пытались что-то из прошлого притянуть и задержать. Если что-то уходит, надо принять как данность, потому что старое должно освободить место новому. Но самое главное, нас это может, вот по восьмерке мечей, это когда мы себе вот каких-то барьеров поставим. Или у меня не получится. Вот у меня тогда не получился какой-то проект, ну вот и сейчас, ну вот и завтра, и вообще всегда. Тут и таких можно глупостей себе нарисовать, правда. Поэтому и по этой карте, по восьмерке мечей всегда идет один совет. Не мешайте себе. Вот. Что важно знать, вот это важно знать. Чего не избежать, да у вас все прекрасно. Вообще у нас сейчас баланс полный, король пентаклей. Конечно, у кого-то это может проиграться контакт с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Или асцендент там имеет. А у кого-то, может быть, и по Луне. Это у нас Телец, Дева, Козерог. Люди, которые четко знают, все могут просчитать, четко знают, что хотят. И как этого достичь. А то, чего не знают, они все равно больше настроены не на сиюминутный какой-то эффект, успех. Нет, они где-то прокладывают трудом себе путь наверх. И чего не избежать. Нам придется трудиться, правда. Нам придется действовать, нам нужно принимать решения. Но, тем не менее, это стабильная позиция. И по ней хотите должность получить, пожалуйста, какой-то свой проект организовать, может быть, даже с нуля. И по королю Пентаклей это возможно. Потому что человек прикладывает усилия, и сначала какая-то идея зарождается в голове, а потом он ее реализует на практике. В первую очередь как раз практик нам показан по королю Пентаклей. Вот от нас какая-то практика потребуется. И если прежние методы не работают, будет важно
как-то по-другому подойти. Может быть, ну, какой-то альтернативный метод. Использовать то, что вы раньше не применяли. Но по этой карте есть еще и такое значение, у кого-то может проиграться дела домашние. Например, что-то вы будете организовывать дома или как-то, может быть, улучшать жилище, делать его более комфортным. Или для вас может быть еще такой момент, когда вопросы денежные будут стоять вот именно сами по себе, где я зарабатываю деньги, каким образом ко мне приходят деньги. То есть в целом это наше благополучие, которое мы строим. Нет здесь какой-то синкопы и нет, кстати, никаких американских горок. Здесь как раз больше размеренный темп жизни. И когда у нас все под контролем, чему сейчас не время. Да вот и даже нет ничего, чему сейчас бы не было времени. Одни и те же практически энергии пентаклевые. И здесь нам какой-то проект, который мы, ну, можем начать вот как будто либо с нуля, либо, может быть, вы уже приступили. У кого-то новая работа, у кого-то какой-то проект, правда, или обучение, например, или вы готовитесь к чему-то. Все-таки это рыцарь. Может быть, чему сейчас не время. Думать, что где-то там трава зеленее и солнце ярче. Вот, вот разве что в этом значении. Но, в принципе, это ведь тоже, опять же, пентакли, практика какая-то. И есть такой по этой карте, кстати, смысл, что нам приходит на помощь. Вот разве что рассчитываем мы сами не на себя, как король пентаклей. И несмотря на то, что вроде бы энергетика одинаковая, но вот на помощь, наверное, я бы не рассчитывала. Больше тут мы концентрируемся сами на себе. Вполне вероятно. Давайте, а что же нам помогает? Снова у нас выпадают мечи, королева мечей. Да, действительно, это где-то в первую очередь наш интеллект. Это вообще, мои дорогие весы, это ваша карта. И очень красивая у нас изображена королева. Правда, посмотрите, сродни как кадуцей крылья, да, есть у кадуцея или жезл Меркурия, или посох Гермеса. И здесь вот эти крылья на колонне изображены. То есть это, знаете, как небесное благословление. Какая-то вот есть, значит, у вас задумка, идея, то, что вы хотите осуществить. И знаете, не бросайте. Продвигайте ваш проект, то, чем вы занимаетесь. Может быть, приступили к чему-то недавно. Здесь самое главное не отступать. И если даже, вот, например, восьмерка мечей вызвана тем, что ну не все идет так, как я предполагала, или так, как я хотел, так это нормальный ход событий. Поэтому, наверное, от нашей настойчивости, и, кстати, по этой карте в герметической колоде Таро это прообраз Юдифи. Я не останавливаюсь подробно. Кому интересно, можете найти информацию в интернете. Но все-таки это как миссия какая-то, мои дорогие, понимаете? Вы ее должны осуществить, хотим или нет. Но при этом нам, мы говорим, что помогает. Так вот, помогает то, что мы немногословны. Мы никому, ни одной живой душе не говорим, что же мы на далекую перспективу, да и на ближнюю, что мы задумали. Здесь где-то молчание будет срабатывать золото. Правда, в этом значении. Нас это как будто будет и уберегать, и, ну, мы сами, если не проболтаемся, вполне вероятно, в последующем мы скажем себе спасибо. Удача любит тишину. И быть все-таки очень внимательному, надеяться действительно только на самого себя. И если мы говорим про мысли, да, или про новости. Здесь изображены птицы, это, в общем-то, какие-то известия могут быть. Или наши проекты, то, что еще пока в сознании в нашем. И чего бы это ни касалось, нужно быть аккуратным на взаимодействие с людьми, где-то с договорами какими-то или соглашениями. Здесь мы просчитываем, а не повредит ли это мне. Потому что есть момент опасности именно в этой колоде карт. Посмотрите, одна птичка как будто подлетела к кошке и приблизилась достаточно близко. И с виду ведь милый зверь,
как будто думает птичка, и ничего не угрожает, и не выглядит она как-то агрессивно или зло, или от нее что может какой-то, ну, вдруг негативный момент появиться. А ведь мы-то с вами знаем, что такое кошка. Мы не должны что-то прошляпить, просчитаться. Мы не должны быть наивными. Вот где-то концентрация внимания за тем, что происходит вокруг, что вам говорят люди, что вам предлагают. Мы не должны себя, ну, буквально в какой-то риск, когда мы в последующем останемся один на один с какой-то проблемой и будем героически вылазить из чего-то, буквально. Вот все-таки будьте, мои дорогие, внимательны. Вот это нам все в целом помогает. Давайте, что от нас скрыто, откроем. Вот у вас все равно благополучный период. Это то, о чем я вам говорила. Не устройте себе каких-то барьеров. Не пользуйтесь старыми шаблонами. Держите все под контролем. Просчитывайте. Может быть, мои дорогие, вам хочется расслабиться. У кого-то может усталость, кстати. Иногда по этой карте вот такое состояние. Если мы говорим, уставшие люди делают ошибки, и тогда это усталость, которая настолько навалилась, когда мы уже, ну, наверное, ближе, как во фразе «света белого не видим». Мы не можем оценить рационально обстановку, и поэтому можем заблуждаться. И в таком состоянии нас легко уговорить на что-то. Вот я бы сказала, это единственные моменты. Но в целом у вас ведь стабильная неделя, приятная неделя, когда вы, в принципе, задаете тон. Вы можете влиять как на отношения, на дела, на свои планы. Все в ваших руках по королю Пентаклей. И вот что скрыто, ваше солнце, ваш какой-то проект, ваша личность, мои дорогие весы, ваше счастье. Вы все правильно делаете. И поэтому я скажу так, если кто-то чем-то занят, или у кого-то, может быть, хобби, творчество, может быть, вы сами человек творческий, будет абсолютно точное признание заслуг. Будет и удача, будет и успех, будет и материальное вознаграждение, и вы будете счастливы. Вот к своему солнцу надо стремиться верить в свою мечту, верить в свой план. И не менять направление, это будет тоже важно, ведь это карта выбора правильного направления. И если я уже что-то решил, знаете, вот это как упереться своего рода нужно, и я иду вперед. Да, я подкорректирую, может быть, какие-то планы, так чуть-чуть, с учетом обстановки. Обстановка же у нас не бывает постоянно одинаковая. Все время есть какие-то изменения. То есть вот планы корректировать с учетом каких-то новостей, внезапностей, там, ну, что-то такое. Это нормально. Но изменять вот как будто своей мечте или то, что вот вы единожды решили воплотить в жизнь. Вот этого делать нельзя. Короче, нам счастье улыбается, мои дорогие. Дела, работа, бизнес. Правда, мы не должны, вот про эту кошку я рассказывала, нам выпадает карта повешенного, мы не должны на что-то согласиться, а себя подвергнуть риску. Для кого-то из вас, вот эта восьмерка мечей, да, когда, мне кажется, есть какие-то ограничения, или меня как будто сковывает, или какая-то ситуация не дает вам, либо вам так может показаться, развиваться, или, может быть, отношения. Значит, этому нужно уделить внимание. Хотя нам здесь по делам, работе, бизнесу показывает карта повешенного. Не должно быть у вас, мои дорогие весы, зависимого положения. Королева мечей, она от начала до конца полностью независима. И не должны согласиться как раз на какой-то мутный проект, чтобы потом мы что-то расхлебывали. Все-таки это тоже такой принцип, как жертвенность по этой карте проходит. Поэтому будьте аккуратны, внимательны. Не можем мы, кстати, ну, позволить себе вот не предвидеть на пару шагов вперед. Для вас все-таки интеллект, работа интеллекта это будет в приоритете. Вы тогда сумеете обойти острые углы и предвидеть вот как раз неожиданные ситуации. Или какую-то нечестность. Такое тоже вполне может быть. И тогда вот из этого повешенного, если мы переворачиваем карту, а ведь по ней значение какое идет, посмотри с другого ракурса, сделай что-то совершенно по-другому. Вот то, с чего мы начали, собственно. А не так, как всегда. Не действуй по старому шаблону. И тогда у нас уже как будто ситуация на 180 градусов переворачивается, и человек танцует. И эти цепи, которые в прямом положении карты, нам кажется, это они его сковывают. А если мы будем смотреть в перевернутом, то тогда он словно себя фиксирует в каком-то танце. Понимаете, то есть вот настолько где-то для вас будет
важен как альтернативный метод действия, предположим, или ну, взгляд, пусть даже какой-то иррациональный, который другие не разделяют. У вас сейчас самое главное не где-то не искать, не ждать, что вас кто-то будет одобрять. Не будут. Люди будут своими проблемами заняты. И поэтому вам быть нужно, вот как эта королева мечей, тоже на своей волне. Где-то ну, больше такие холодно-жесткие энергии, все, что касается дел, конкретных денег, я бы сказала, и у нас тогда все пойдет в гору. И что же с деньгами? А на деньги нам выпадают деньги. У кого-то вот это вот все, да, все эти карты, еще нам говорят о том, что ну, где-то деньги, может быть, аккуратно не тратя. Ну, тут у нас, правда, по ретроградной Венере крупные покупки у нас, в принципе, ну, не самое лучшее время, чтобы приобретать. Нам может разонравиться. Или как нарочно какой-нибудь прибор выйдет из строя, и ремонту не будет подлежать, а мы потом будем героически думать, как нам вернуть деньги. Ну, какие-то серьезные покупки точно не в это время. Но как будто, посмотрите, какой красивый олень, и у него между рогов как раз вот этот вот пентакль, вот как будто какой-то ваш проект, или, может быть, это и перемена через вашу, ну, как получение должности, изменение статуса, и будет вроде как и изменение по финансам. Прекрасно. Что у нас в личной жизни? Ну, перемены какие-то неизбежные. И поэтому, кстати, нулевой аркан нам говорит, риск мы должны исключить. И опять же напоминает все то, что я говорила по королеве мечей. Мы не должны рисковать собой. Это хаос перед началом творения, так называется второй иллюминатов карта. И тут еще что-то не отстроилось. У кого-то это может проиграться. Вот, кстати, у кого-то восьмерка мечей с ситуацией в личной жизни. Я чувствую, что у меня что-то не получается. Может быть, у кого-то есть желание, ну, вернуть какие-то прежние отношения или как-то вот перевернуть немножко по-своему какую-то ситуацию. А здесь, вы знаете, тут вряд ли что-то можно, ну, как-то сохранить. Если уже у кого из вас была утрачена вот, ну, как взаимопонимание, или уже что-то свершилось, когда де-факто вы были не вместе, или вы бы хотели, а противоположная сторона нет, то вряд ли тут что-то может заново начаться. Чаще по этой карте это совершенно какие-то новые отношения, мои дорогие, как раз могут получить развитие. Или если для тех, кто в паре и нет каких-то принципиальных разногласий, то тогда наоборот эта карта говорит, что это у вас в ваших отношениях или в вашем союзе, в вашей дружбе наступит новая словно фаза, новая полоса с новым интересом, с новым каким-то будущим, понимаете, обновление. Но все-таки из прошлого что-то мы не держим, иначе есть риск застрять. Но и не рискуем, потому что всегда чаще, по крайней мере, на карте шута изображается собака. И здесь она тоже есть, это прообраз Анубиса. Или это где-то наша интуиция, если так далеко пройти по всей символике. Значит, мы должны словно предвидеть что-то вот на пару шагов вперед. Не подвергать себя категорически риску. Раз нам уже не одна карта об этом сказала, что не должны быть в каком-то зависимом положении. Здесь важна, знаете как финансовая независимость, так и в принципе ваша независимость. Наши честолюбивые планы. И это будет влиять или оказывать влияние на вашу любовную историю тоже. Это где-то самодостаточность, самоуважение. Оно вот именно поднимается, да, планка вверх, когда у нас получается что-то осуществить. И для вас, мои дорогие весы, это будет тоже важно. Но вообще по нулевому аркану хорошее настроение, это точно. Или какие-то новые предложения могут быть. Все-таки мы здесь, знаете, воодушевлены и с хорошим настроением. Поэтому вот для кого-то из вас восьмерка мечей, это, знаете, может быть состояние в начале недели или какие-то неопределенности. Но это все очень быстро проходит, потому что, посмотрите, какие прекрасные карты. Нам отсюда только вперед, к солнышку. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.